Кардиерит, иолит, дихроит. Три из многих имен одного камня, и сегодня мы познакомимся с ним. Иолайт является драгоценной разновидностью минерала кардиерита. Долгое время эти камни в зависимости от цвета относились к сапфирам, к аметистам или нефритам. Отсюда пошли такие названия, как водяной сапфир, рысий сапфир, водяной аметист, синий нефрит. А в переводе с греческого языка его название переводится как фиалковый камень. И это не случайно, поскольку цвет кристалла варьируется между синим и фиолетовым. Только в XIX веке иолиты были отнесены к отдельной группе минералов, названной кардиеритами в честь французского геолога Пьера Луи Антуана Кардье, который занимался их исследованиями. Одной из ценностей драгоценных камней является их твердость, устойчивость к царапинам по сути. Иолайт имеет твердость 7-7,5 единиц. Для сравнения, такую же твердость имеет и изумруд. У него она от 7,5 до 8 по шкале Mohs. Сама структура иолита, кстати, схожа с бериллом, драгоценной разновидностью которого является изумруд. Внешние же иолиты, имеющие синие оттенки, очень схожи с синим сапфиром по блеску и игре камня, хотя и уступают им в твердости. Сапфир относится к корундам и имеет твердость 9. Но в отличие от корундов, иолит не поддается термической обработке для усиления насыщенности цвета, так как спокойно выносит высокие температуры. Насыщенные в цвете иолиты соперничают также с представителями танзанитов. Вообще иолиты представлены целым спектром синих и сине-серых оттенков, и что характерно, часто на нескольких этих оттенков соединены в одном камне. Так, если посмотреть на камень с одной стороны, он красуется синеватыми цветами, а с другой стороны отсвечивает серо-желтоватым и коричневыми оттенками. Такое явление называется дихроизмом. Часто встречаются экземпляры, где можно рассмотреть невооруженным глазом и третий цвет, например, голубовато-фиолетовый. Такое явление называется трихроизм. Все это может создать проблемы при обработке камня или наоборот, стать настоящей цветовой изюминкой иолита при правильной огранке. А сейчас немного информации про его физические параметры. Иолит – силикатный минерал, кремний кислород в основе, содержащий железо, магний и алюминий. Кристаллы призматические с прямоугольным сечением. Химическая формула такая, вы ее сейчас увидите на экране. Также возможно включение других минералов. Цвет камня может быть синий с разной насыщенностью, фиолетово-синий, серый, почти бесцветный. Все зависит от химического состава. Например, наличие железа придает камню фиолетовый цвет. Возможно, вкрапление гематита приводит к появлению красноватого оттенка. Циррозит дает вишневый цвет. Частицы апатита и циркона вызывают пожелтение участков камня. Первые сведения о камне и иолите встречаются еще в древнем эпосе о мореплавателях времен викингов. Согласно историческим повествованиям, кардиерит использовался мореплавателями северных стран, когда нужно было узнать, где находится Солнце в пасмурную погоду. На основе иолита изготавливались специальные оптические линзы, которые определенным образом преломляли свет. Косвенным подтверждением этого является наличие месторождения иолита в Норвегии. Конечно, в те времена они не могли объяснить это свойство камня и относили его к магическим, но сейчас мы знаем, что причиной тому все тот же сильный плеохроизм кардиерита. Если упростить, он является поляризационным фильтром для солнечного света, прошедшего сквозь атмосферу Земли. То есть, если смотреть сквозь кристалл и одновременно поворачивать его, можно наблюдать изменение цвета, затемнение и осветление кристалла. Это изобретение принадлежит путешественнику и правителю Гренландии Лейфу Эриксону Счастливому, который был первым европейцем, достигшим берегов Америки, примерно на 500 лет раньше, чем Колумб. А в современном воздухоплавании кардиериты также используются для изготовления оптических элементов для различных приборов и помогают определять расположение Солнца в пасмурную погоду и после заката. Современные специалисты обнаруживают кардиериты в старинных оберегах, а также утверждают, что он встречается нередко в виде гипнотических синих вставок, находящихся в глазницах стражей сокровищ, змей и идолов. И только в XIX веке, как я уже говорил, он обрел систематизацию и научную характеристику. Основными поставщиками самоцветов являются Бирма, Индия, Мадагаскар, Англия, Шри-Ланка. Сегодня астрологи утверждают, что минерал кардиерит подходит воздушным знакам зодиака – Весы, Близнецы и Водолеи, а кроме того Стрельцам, Тельцам и Рыбам. Однако представители других знаков зодиака тоже могут носить с собой иолит. Астрологи советуют каждой семейной паре приобрести изделие из водяного сапфира. Дело в том, что он положительно влияет на взаимоотношения внутри семьи и не дает разгораться ссорам, бережет любовь и гармонию, помогает хранить супружескую верность.
Фиолетовый минерал отличается особыми магическими свойствами. Считается, что он способен придать своему владельцу уверенность в себе, приносит душевную умиротворенность, помогает справиться с гнетущими мыслями и найти выход из любой ситуации. К помощи эолита прибегают и те, кто хочет справиться с тяжелой финансовой ситуацией или же приумножить капитал. К тому же минерал защищает и от сглаза. Синий кардерит еще называют камнем муз. Считается, что он влияет на творческие способности человека и помогает ему раскрыться с новой стороны. Постоянное ношение самоцвета в качестве талисмана позволяет справиться со всеми неурядицами, побороть внутренние страхи. Амулет также защищает от всяких бед, сглазов и приносит удачу. Кроме того, он может наделить владельца телепатическими способностями, но только при условии постоянного ношения. Ну что ж, вот мы и познакомились сегодня с вами с таким камнем, как эолит. Всем спасибо за просмотр, не забываем про подписки, лайки, комментарии и увидимся в следующем ролике. Всем пока!